Это вот единственный вольер у нас. Конечно, в такое тяжелое, непонятное время вообще страшно планы строить. Но вот я вам честно скажу, у меня нету выбора никакого. У меня ближайший план. Так, уйдите! Это вот здесь вот еще огородить, сделать вольер. Практически, ну, много что уже есть. Там не так и дорого будет закупить остатки. И, конечно, все упирается это в рабочие руки. Рук нету. А руки очень сильно нужны. Типа по жопе сейчас дам. Вот эту вот кучу я не могу уже вывести, честно скажу, несколько лет. Она еще больше была. Уменьшается, конечно, как могу, вывожу. Но поверьте, никто бесплатно не придет мне и ничего не сделает. Никто. Хочу вам больше сказать. На днях я вообще разочаровалась. В очередной раз, наверное. В людях, в частности, это мужчины, которые, я не знаю, можно ли их вообще так назвать. Я прошу прощения за... Если нас смотрит мужская аудитория. Но вот ситуация была такова, что нашла я работников, причем недешево. Вот за 4 часа работы я заплатила 1000 рублей. С 10 до 2 они работали. По сути, работа не тяжелая. То есть убирали там, где кошки гуляют на территории. Ну же понятно, что они всю зиму ходят там на улицу в туалет, то есть экскременты и так далее, там сухая трава, еще что-то. То есть граблями все это собиралось. Убирались там кусты какие-то лишние, и в мешки все это складывалось. Вот полдня они отработали, 4 часа. На следующий день пришли. Буквально где-то через час, когда коснулось, что нужно, там было в одном месте мне землю перекопать, все, мужчины сдулись. То есть они просто отказались от работы. Они ушли, сказали, нет, так вы получите, я вам говорю, что они не будут работать. И поэтому не то, что там бесплатных, платных-то работников не найдешь. И все хотят, что, например, за такую работу, вот, например, почистить там территорию у собак или там вот вывести вот эту кучу, это вообще огромные деньги на самом деле. Вот. Где мне их брать? Я вообще, конечно, не знаю. И где искать помощников, тоже не знаю. Какой бы сильной я ни была, но это нереально вот мне одной вот это все перетаскать, тем более что-то нужно распиливать, загружать в какой-то автомобиль, который тоже не бесплатно сюда приедет. Плюс вот эти старые заборы, это тоже все нужно убирать, рушить, так как, естественно, то есть новый, давно уже новое ограждение я сделала. Вот, ну и, соответственно, вот здесь вот необходим просто мне вольер. Я планирую убрать сюда несколько собак. Вот вы видели, даже, может, такой момент был, когда собаки хотели подраться. И естественно, это бывает. Я даже не собираюсь это и скрывать ни от кого. Столько собак, которые вот так вот бегают свободно по территории. Конечно, у них тут конфликты бывают. И как мне удается вообще с этим справляться, это, поверьте, только я знаю. Вот видите, вот что вот делают. Поэтому порядка тут, по сути, я не знаю, как его сохранить, этот порядок, потому что все перерывается. Вот еще раз говорю, они утаскивают вот эти вот палки к дому, туда, к себе поближе, чтобы было чем играться. А деревяшки все, естественно, ну, где-то гвозди есть, там что-то опасное для собак. Поэтому вот я и хочу как можно быстрее все это безобразие вывести отсюда. Кто чем может. Машина нужна, чтобы, вот, например, поставить ее у ворот на день. И пару мужчин, которые
смогут, не пожалеют своих сил вот это вот все вывести, очистить территорию. Дальше, когда полезет трава, это, естественно, все будет делать уже гораздо сложнее. Так, гречка, уйди от меня. Ну, вот так вот, собственно, наверное, сказать-то можно много о нашем вообще житье, бытие. Решайте, есть ли у вас возможность помочь нам